Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами вторая Маринина рука. Как вы видите, относилось все великолепно, нигде ничего не затерлось. Единственное, пигмент немножечко вытерся на самых выступающих местах, которые больше всего терлись. Но это у нас вполне допустимая вещь. И вытерся он совершенно немножечко. При этом стразинки все на месте, бульоночки все на месте, все блестело, все горело, втирка на месте. Мы начинаем непосредственно делать коррекцию. Первым делом техническими кусачками убираем стразы бульонки, чтобы не тупить о них фрезу. Убираем основную массу материала, отодвигаем кутикулу, подчищаем птериги, наносим праймер, базовый гель, все как обычно. И выкладываем непосредственно материал на наши ноготки. Сегодня будем делать коррекцию полигелем. На самом деле я активно тестирую полиматериалы для продажи в магазине. Поэтому, если кому-то интересно, скоро в продаже появится этот материал. Я его тестирую уже на протяжении месяцев 3. Замечательный гель. Отлично носится, без каких-либо проблем. И что самое интересное, мне больше всего понравилось, он совершенно не забивает кисточку. Поэтому следите за новостями. Скоро, совсем скоро уже материал поступит в продажу. Мы же тем временем выкладываем наш ноготочек, сразу же моделируем его таким образом, чтобы у нас получился минимальный опил.
А теперь у нас непосредственно прокраска. Вторая рука у нас будет не менее красивая, чем первая. И, конечно же, она тоже будет блестеть, потому что это у нас Марина. Покрываем наши ноготочки очень приятным пыльно-розовым оттенком. Этот оттенок, кстати, в этом сезоне на пике популярности. Клиенты его очень сильно любят, поэтому стоит запастись цветом наподобие такого. На 2 пальчика в качестве дизайна отпечатываем фольгу розовое золото и сверху будем делать стемпинг. Кстати, краски для стемпинга уже в продаже в магазине, мы такие их дождались. Все те краски, которыми я работала на протяжении последних роликов, это именно те краски, которые сейчас поступили в магазин. На случай того, если у меня стемпинг не получится с первого раза, потому что стемпинг и я это дела какие-то не очень совместимые друг с другом, я решила перекрыть фольгу финишным покрытием для того, чтобы была возможность стереть то, что не получится. А теперь переходим непосредственно к стемпингу. Отпечатываем дизайн с пластины. Кстати, пластины я заказывала на Алиэкспрессе, и надо уже по ходу дела устраивать какой-нибудь выпуск по типу мой Алиэкспресс, потому что очень много посылок мне поприходило, о которых я вам ничего не говорила, и надо, по-моему, их вам показывать. Тем временем мы отпечатали стемпинг, и я специально не доводила возле кутикулы, потому что туда я решила расположить вензельную композицию. Потому что это же Марина, ей нужно блестки с блестками на блестках, поэтому блесток в данном случае у нас маловато будет. Мы решили сверху насыпать в качестве присыпушек еще дополнительно блестящих элементов. Насыпать будем глиттерный песок, это опять же пересечется с нашей второй ручкой и будет смотреться в целом хорошо, красиво и органично. Поэтому гель-лаком прорисовываю не тоненькие вензеля, потому что тонкие линии засыпать тоже не очень хорошая идея. Прорисовываю вензельную композицию, слежу за тем, чтобы высота элементов у меня сохранялась, потому что моему песочку нужно во что-то впитаться и в чем-то закрепиться. Поэтому здесь лучше не мельчить. В мокрый непросушенный материал насыпаю глиттер, он же блестки, он же блестящие штучки. И потом просушиваю сверху, ничем перекрывать не буду, потому что если я перекрою финишным покрытием, то у меня пропадет вот этот вот бархатный эффект, который получился. И, кстати, блестеть будет не так интенсивно. Вам не передает камера блестящие частицы, как это все вживую выглядит. Вживую это смотрится просто волшебно.
Итак, вот такой вот потрясающий простой дизайн у нас получился в этот раз. Если вам хочется увидеть распаковку Алиэкспресса и обзоры на посылочки, ставьте плюсики в комментариях, я тогда пойму, что вам это нужно, и специально сниму такой ролик. Если же нет, то тогда будем встречаться в мастер-классах на моем канале, поэтому не забудьте на него подписаться. Встретимся в новых уроках. Всем до новых встреч, пока!